Хочешь выгодно покупать в интернете? Установи бесплатно AliTools. Покупай по минимальной цене. Получай уведомления о снижении стоимости. Смотри реальные обзоры товаров на AliExpress, Gearbest, Banggood и JD. AliTools – современный помощник для покупок в интернете. Привет, армия! Я уже рассказывал однажды на канале, как совершенствуются космические программы. Имеется в виду коммерческие гиганты Blue Origins и SpaceX. Так вот, сегодня состоялась пресс-конференция, на которой руководитель компании SpaceX Илон Маск рассказал о своих планах спасения человечества. Части человечества на случай Третьей мировой. Звучит, конечно, цинично и самонадеянно. Я приведу вам основные тезисы. Напомним, 6 февраля SpaceX Илона Маска запустила в космос ракету-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy. Ракета должна была вывести на гелиоцентрическую орбиту, которая пройдет рядом с Марсом, автомобиль Tesla Roadster красного цвета. За рулем электрокара посадили манекен в скафандре SpaceX. В салоне играла песня Space Oddity Дэвида Боуи. Как рассказал Илон Маск на пресс-конференции, по итогам запуска при посадке сработал только один из 3 двигателей на разгонном блоке, поэтому он со скоростью 482 км в час упал в воду. 2 боковых ускорителя успешно приземлились на мысе Канаверал. Так вот, вернемся к спасению человечества. Илон заявил сегодня, в воскресенье, 18 марта 2018 года, что базы, находящиеся на Луне и на планете Марс, могут помочь в сохранении человеческой цивилизации и ускорить процесс регенерации ее на Земле, если начнется Третья мировая война. Основатель SpaceX также подтвердил, что корабль компании может начать летные испытания даже в следующем году. Мы хотим убедиться в том, что у нас есть достаточно ресурсов для строительства баз на Луне и Марсе, которые могут помочь в регенерации жизни здесь, на Земле, в случае начала войны, сказал Маск на пресс-конференции. Миллиардер уточнил, что корабль SpaceX будет иметь возможность выполнять короткие рейсы, скорее всего, в первой половине следующего года. Да-да, скорее всего, большая часть из вас скажет, что это просто самореклама, но согласитесь. То есть давайте смотреть правде в глаза, черт его дери. В текущих реалиях сделать это гораздо проще западному рынку, именно из-за его пропащей коррумпированности. Это очень ограничивающий фактор в кризисное время и просто неимоверный буст в период экономического расцвета. А как раз такой период намечается в некоторых отраслях мировой экономики. Некоторых, прошу заметить, к ним я отношу кибернетику и ракетостроение. Да, и мечта о космосе остается в головах нынешней публики лакомым куском. Подтверждение. Вывод каждого спутника широко освещается прессой. Уже существует программа по уборке с орбиты космического мусора. Наберем 300 лайков, и я расскажу про нее. Богачи готовы платить сотни тысяч долларов за одну прогулку на ракете вокруг Земли. Крис Робертс со своей супер крутой Star Citizen собрал уже более 2 миллионов долларов на Кикстартере, а она еще только выходит из альфы. Подтверждений реально много. И почему же этого не будет в России? Потому что у нас жесткая централизованная экономика, и не надо говорить про рынок. Госконтракты идут определенным лицам, откаты с них идут обратно. А сегодня же выборы. Чушь. Хоть кто-то из кандидатов говорил о порядочности? Нет. Так вот, помимо этого, у нас слабо развит кадровый менеджмент и даже уникальные, мать его, умы. Стоят с карточкой менеджер Алексей Петров, Эльдорадо. Алексей Петров, извини, заранее, не хотел. Система образования выстроена так, что никто не понимает, зачем он учится и как. Как работать по специальности. Мы способны только создавать что-то типа тупых мемасиков с какой-то хренью и спрашивать: а как тебе такое, Илон Маск? Лол. Надеюсь, что часть моей публики способна сохранять здравый ум и ценить действительно здравые вещи в мировой истории, пусть, к сожалению, пока и не отечественного производства, но они хотя бы ракеты пускают, а не бюджет осваивают. У меня все. Пока.